Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю всемирно известный, роскошный торт Моцарт. Торт с богатой уже историей. Готовить первые эти торты Моцарт, их много разновидностей, начали в Австрии еще в середине 19 века. И каждый город, каждая кондитерская готовила немножко на свой лад. Сегодня в данном видео я готовлю мой авторский вариант этого торта Моцарт. Готовить я его буду по аналогу знаменитых конфет Моцарт, так называемых Моцарт-кугельн. Здесь у нас будет 3 крема: шоколадный, фисташковый и пралине. Торт буду готовить без сливок, с марципаном. Очень насыщенный, очень богатый и красивый вкус. Сначала приготовим бисквит. 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю и сейчас отставляю в сторону. 6 яиц среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю до появления такой пышной пены. Добавляю туда 270 грамм сахара. И взбивать буду примерно около 5 минут, чтобы масса стала пышной и побелела. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растопленного сливочного масла. Не горячего, естественно, тоже комнатной температуры. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать, естественно, будем в заранее разогретой духовке. Просеиваю туда всю сухую смесь и все перемешиваю просто миксером. Ничего здесь долго не взбиваю, просто перемешиваю. Лопаткой тоже не нужно перемешивать. Здесь достаточное количество разрыхлителя. Он поможет подняться тесту. Бисквит очень насыщенный во вкусе, такой шоколадный. 24 сантиметра в диаметре. У меня здесь кольцо кондитерское без дна. Я его застелила просто фольгой. Бисквит масляный, выпекать будем примерно 45-50 минут. На среднем уровне без конвекции. Духовку во время выпекания, конечно же, не открываем. Выбираем выпекаться. 750 мл молока довожу сейчас до кипения, но не кипячу. 200 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара или ванильный экстракт можете здесь брать, 70 грамм кукурузного крахмала. Будем готовить немецкий пудинговый крем здесь. Готовится он очень просто, без яиц, и идеальная основа для других кремов. 250 мл холодного молока, как смешали, когда уже все ингредиенты сухие. Очень быстро они тогда расходятся уже в молоке. И идем на плиту, будем уваривать эту смесь до кипения. Уже в закипающее молоко при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном я ввожу всю крахмальную смесь. И сейчас на умеренном огне, постоянно помешивая, довожу до кипения. Когда пойдут первые пузыри, с этого момента провариваю еще примерно 30 секунд. Заварная основа загустеет, снимаем с огня. Переливаю сейчас в ту емкость, где у меня будет смесь остывать именно до комнатной температуры, ни в коем случае не до горячего состояния. Убираю сейчас остывать. И обязательно накрываю пищевой пленкой в контакт. Бисквит испекся, полностью остыл в форме. Я извлекаю его уже сейчас из формы. Бисквит очень насыщенный во вкусе. Сливочно-шоколадный вкус у него такой приятный очень. Он не отдает ни в коем случае здесь подсолнечным маслом. Вот это не нужно в этом торте вообще абсолютно. Поэтому готовим здесь на сливочном масле. Такой богатый бисквит. Вообще изначально тут использовался венский бисквит. Он тоже идет на шоколаде, на сливочном масле. Я простой вариант показываю здесь. Венский бисквит тоже можете взять для этого торта. Итак, разрезали на 4 коржа. Шапочка нам не понадобится. 100 грамм у меня уже очищенных фисташек, подсушенных, но не соленых здесь. Превращаю сейчас в фисташковую пасту. Блендером всем, чем вам нравится. Можете измельчить. Ничего здесь не добавляю. Просто чтобы стала здесь именно консистенция пасты. – 500 грамм размягченного сливочного масла взбиваю примерно 3-4 минуты. Добавляю туда по 2 столовые ложки вот так постепенно заварную основу, остывшую до комнатной температуры, ни в коем случае не холодную.
Самая распространенная ошибка в приготовлении любого заварного крема – это то, что очень холодная заварная основа. Масло до комнатной температуры, нагреваем его, а вот заварную основу не следим, и она у нас потом расслаивается. Взбили крем, пышный получается. На 4 части поделила крем, одну часть отложила. В эту одну часть крема, одну из 4 частей, добавляю всю фисташковую смесь. Прорабатываю быстро очень миксером, смесь очень быстро объединяется и отставляю пока в сторону. Красивая такая фисташковая получилась масса, отставили в сторону. Теперь еще одну часть отделили, тоже пока отставим в сторону. Здесь у меня 150 грамм ореховой шоколадной пасты. По сути это пролинуаз, то есть это орехово-шоколадная паста в разы качественнее, чем нутелла, допустим. Я растопила ее немножко в микроволновке. Вы можете здесь даже нутеллу использовать или ее аналоги, если у вас нет вот такого шоколадно-орехового пролинуаза. Это в 2 части крема я добавила вот этот пролинуаз, шоколадно-ореховую пасту. И в 4-ю часть, в 1/4 часть крема я добавляю сейчас 2 столовые ложки какао и буквально пару капель ромового ароматизатора. Либо же 1 чайную ложку, здесь можете не столовую, а чайную, добавить коньяка, чтобы коньячный вкус не забивал весь вкус торта. 4-я часть крема шоколадная у нас готова. Трюфельный такой будет вкус. Хорошо все перемешиваю, отставляю пока что в сторону. Я беру готовую марципановую массу. Я ее сейчас буду раскатывать на коржи. Примерно по 100 грамм массы уйдет на каждый корж. Раскатывается она очень хорошо. Как сделать марципан в домашних условиях? Делается он буквально за 5 минут. У меня есть подробное видео на моем канале. Здесь я уже не стала повторяться. Ссылку, конечно же, оставлю в описании. И точное количество продуктов также оставлю вам в описании. Как сделать вот марципановую массу за 5 минут в домашних условиях. 3 коржа по 23 сантиметра. По 100 грамм марципановой массы на каждый корж. У кого не продается марципан, пожалуйста, пройдите по ссылке под данным видео и посмотрите, как его сделать. Пропитываю молоком. Теперь выкладываю половину шоколадного крема, который у нас с ромовой эссенцией шел, на нижний корж. Выкладываем слой марципана. И второй половиной шоколадного крема закрываем. Делается очень все это просто. Кто новичок, лучше взвешивайте все на весах. Так будет вам лучше, и так вы точно уже будете ориентироваться. Весь крем шоколадно-ореховой пасты с пролинуазом, либо же нутеллу берите, если у вас нет такой пасты, опять же повторяюсь, я разделила на 2 половины. Одна идет в среднюю прослойку, а другая половина на украшение. И вот одну часть я использую для средней прослойки, также с марципаном. И фисташку. Также сначала половину фисташковой массы, фисташкового крема выложила на корж слой марципана, и второй половиной фисташкового крема я накрываю. Если вы будете на весах взвешивать, у вас будет все идеально ровно и выглядеть красиво, как вот у меня в разрезе. Тут просто нужно последить за этим. Пропитываю молоком. От 150 до 200 мл молока здесь может уйти на пропитку. Последнюю оставшуюся часть крема, то есть это вторую часть от фундучно-шоколадного крема, я оставила на украшение. Верх им украшаю этим кремом, и потом завитки будем делать сверху торта. Я убирала его часа на 4 в холодильник. После охлаждения я только его посыпала, боковины его, чтобы он был стабильный, я посыпала какао. Последний корж я для него взяла 200 грамм марципановой массы и уже его раскатала на диаметр всего торта 24 сантиметра. На 4-й корж марципана я взяла именно 200 грамм марципана. Часто здесь в Германии, где я живу, полностью весь торт Моцарт покрывают марципаном. Такая есть традиция тоже. Я делаю разделителем для тортов вот такие порционные обозначения. Делаю вот такие завитки из крема с фундучной пастой, как завитки у скрипки, напоминают у грифа скрипки. Я разрезала знаменитые вот эти конфеты Моцарт Кугельн. Они также идут с марципаном, с фисташкой и с шоколадной массой. И одну конфетку поместила сюда в центр. Посыпаю просто фисташками. И торт готов.
торт вкуснейший получается. Удивительно красивый. Здесь 3 ореха у нас в одном торте, и миндаль, и фундук, и фисташки. Все, кто любит ореховые торты, это просто сказка вкуса. Именно торт Моцарт. Очень советую всем приготовить. Не нужно бояться готовить марципановую массу, она готовится элементарно просто. И рецепт в описании под данным видео напишу, и ссылку дам. Торт получается нежнейший. Марципан не размокает в этом креме. Вы посмотрите, какой он нежный, как он мягко надламывается вилкой. Вот такой нежнейший тортик получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.